Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот красивый, яркий, разноцветный квадрат крючком. Для вязания я буду использовать 3 цвета пряжи. Можно взять 2, можно взять 4. Тут, как говорится, на ваше усмотрение. А также мне будет нужен крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок 3,5. Такой способ вязания подойдет для пледа, подойдет для коврика, для сидушки, для наволочки, для сумочки и для многих других изделий. Вяжется он просто, и с этим справится даже начинающая рукодельница. Вязание данного узора я разделила на две части. Первая часть — это та, которую вы сейчас смотрите, основная часть. В ней мы с вами свяжем основное полотно, а вторая часть будет о том, как закрыть края нашего изделия, чтобы они были ровненькими. Эта часть выйдет совсем скоро на моем канале, поэтому подписывайтесь, чтобы ее не пропустить. Начинаем наше вязание с 5 воздушных петелек. Первую не затягиваем, она нам будет служить первой рабочей. Дальше провязываем вторую, третью, четвертую, пятую. Сразу скажу, в данном вязании лучше петли сильно не затягивать, иначе будет сложно провязывать и некрасиво будет смотреться узор. Первую петлю пропускаем, во вторую заводим крючок, вытаскиваем петельку. Получается 2 петли на крючке. В следующую петлю вытаскиваем третью, четвертую, пятую. Провязываем сначала одну петлю, дальше по 2. Раз, два, три, 4. Одна воздушная. Теперь у нас вот здесь вот вверху образовались вот такие вот полосочки. Вот мы будем вязать за них, под них точнее. Одна петля на крючке. Первую полосочку вытаскиваем, вторую петельку, дальше третью, четвертую и пятую. Провязываем сначала одну петлю, дальше 2, 2, 2, 2. Одна воздушная. И опять одна петля на крючке. Под первую полосочку вытаскиваем вторую петельку, дальше третью, четвертую, пятую. Провязываем сначала одну петельку, дальше по 2. Смотрите, всего у нас получилось раз, два, 3 ряда. Теперь берем новый цвет, протягиваем через нашу желтую ниточку подтягиваем хорошенько и провязываем одну воздушную. Одна петелька у нас на крючке есть, и находим нашу вот эту вот петельку, вот она, видите? Под нее точно так же, как мы вязали вот предыдущие ряды, заводим крючок, вытаскиваем ниточку, провязываем, получаем 2 петли на крючке. В следующую 3, 4, 5. Одну петлю закрыли, дальше по 2. Раз, два, 3, 4. Одна воздушная, одна петля на крючке, вытаскиваем вторую, третью, четвертую и пятую. Провязываем сначала одну петлю, дальше по 2. Воздушная петля, одна петелька на крючке есть, вытаскиваем вторую, теперь третью, четвертую и пятую. Провязываем сначала одну петлю, дальше по 2. Дальше нам нужно перейти вот сюда. Вот таким образом будем переходить соединительными. Для этого провязываем сначала одну воздушную, находим нашу вот эту вот первую горизонтальную полосочку, ну, из тех, которые вот как мы раньше вязали.
Под эту полосочку заводим крючок и провязываем соединительную. Секундочку, сильно вытянулась петелька. Соединительная 1, следующая такая же полосочка, соединительная 2, соединительная 3, соединительная 4. Дальше 1 воздушная. И смотрите, по вот этой стороне сейчас мы с вами вяжем вот не за лицевую, а за заднюю стеночку петли. Соединительная 1, соединительная 2. А вот здесь вот вяжем под переднюю и под заднюю сразу. Соединительная 3. И теперь вот сюда на стык, там где у нас была петелька вот желтая, куда мы вязали первый раз белым, заводим крючок и провязываем соединительную 4. Дальше мы провязываем воздушную. Находим здесь вот 1 петелька на крючке, вот за заднюю стеночку, вытаскиваем 2 петельку, дальше за заднюю стеночку 3, 4, а 5 вяжем прям вот в первую петлю нашу, вот там, где у нас начало вязания было. Всего должно получиться 5 петелек. Теперь провязываем сначала 1, дальше по 2. Воздушная петля, 1 петелька на крючке есть, в следующую петельку вытаскиваем 2, 3, 4, 5. Провязываем сначала 1, потом по 2. Воздушная, 1 петля на крючке есть, вытаскиваем 2, 3, 4 и 5. Провязываем 1, дальше по 2. Теперь нам нужно опять соединительными сделать переход вот сюда. Для этого провязываем 1 воздушную и в первую петельку вытягиваем соединительную 1, дальше соединительная 2, соединительная 3, соединительная 4. Воздушная, за заднюю стеночку провязываем 1 соединительная, дальше 2 соединительная, 3 провязываем за 2 стеночки, 3 соединительную и 4 соединительная опять вот на стык, там где мы вязали белую петельку в желтую. Теперь провязываем 1 воздушную. Вот 1 петля на крючке у нас есть. Теперь нам нужно вытянуть еще 4, чтобы было всего 5. То есть 1, 2, 3 петелька, 4 и 5. Провязываем 1, дальше по 2. Воздушная петля, 1 петля на крючке есть, вытаскиваем 2, 3, 4, 5. Провязали сначала 1, теперь по 2. Воздушная, 1 петля есть на крючке, провязываем 2, вытягиваем 3, 4, 5. Провязываем сначала 1, дальше по 2. Теперь нам нужно вновь сделать переход вот сюда. Для этого провязываем воздушную и соединительной под первую нашу вот эту полосочку переходим 1 в следующую петельку, 2, 3, 4, 1 воздушная. Теперь за заднюю полосочку переходим соединительной 1, опять за заднюю
соединительные, 2. Теперь за переднюю и заднюю переходим 3. И вот сюда вот в стык соединительная 4. Дальше провязываем одну воздушную. И теперь смотрите, одна петелька на крючке у нас есть. Теперь из этой же петли, вот откуда мы сейчас связали, мы вытаскиваем раз, то есть вторую петельку. Дальше в следующую, за заднюю половинку, вот где вот эти вот горизонтальные, мы с вами вяжем за заднюю половинку. Третью вытаскиваем. Дальше четвертую и пятую. Провязываем сначала одну петлю, дальше по 2. Воздушная петля, одна петля на крючке есть, вытаскиваем вторую, третью, четвертую, пятую. Здесь принцип у нас не меняется вязание. Сначала одну провязываем, дальше по 2. Воздушная, одна петля на крючке есть, вытаскиваем вторую, третью, четвертую и пятую. Провязываем сначала одну петельку, дальше по 2. И нам осталось соединительными пройти вот сюда до угла. Провязываем воздушную точно так же, как в предыдущих случаях, просто соединительными переходим. Дошли до угла воздушная и теперь сюда соединительные. И последняя соединительная у нас будет вот сюда вот. Первую нашу белую петельку. Теперь мы с вами находим любой уголок, этот, либо же вот этот, либо другие, без разницы с какого мы начнем, берем новый цвет. И вот у нас есть передняя и задняя стеночка петли, мы за заднюю стеночку петли заводим крючок и провязываем. У нас получается одна петелька на крючке. Дальше следующую вытаскиваем, вторая петелька, дальше третья, четвертая и пятая. По одной, дальше по 2. Воздушная петля, одна петелька на крючке есть, вытаскиваем вторую, третью, четвертую, пятую. Сначала одну, дальше по 2. Воздушная, одна петля на крючке есть, вытягиваем вторую, третью, четвертую и пятую. Сначала провязываем одну петельку, дальше по 2. Дальше нам нужно соединительными перейти вот сюда. То есть мы вяжем с вами, как обычно, вяжем воздушную, провязываем первую соединительную, вторую, третью, четвертую, воздушную петельку провязываем и теперь вяжем за заднюю стеночку. Раз, два, три. Здесь тоже за заднюю. А четвертую соединительную вяжем вот в белую, там, где мы вязали красную, последнюю. Вот мы с вами перешли на вот эту белую часть. Теперь будем заполнять вот это вот пространство. Теперь мы провязываем с вами воздушную. Одна петелька на крючке у нас есть. Теперь вяжем вторую, вытаскиваем, третью, четвертую и пятую. Смотрите, а закрывать вязание, вот мы находим первую петлю нашего следующего вот этого квадратика и за заднюю стеночку заводим крючок и провязываем сразу одну петлю, дальше по 2, 2, 2, 2,
2. Воздушная. 1 петля на крючке есть. Провязываем, вытягиваем, точнее, вторую, третью, четвертую, пятую. Находим нашу следующую петельку вот нашего квадратика. Вытаскиваем ниточку и провязываем сначала 1 петлю, дальше по 2. Воздушная. 1 петля на крючке есть. Вытаскиваем вторую, третью, четвертую, пятую. И теперь смотрите, последнюю вот эту вот, получается, петельку следующего нашего квадрата провязываем сначала 1 петлю, дальше 2, 2, 2 и 2. Теперь провязываем 1 воздушную и соединительными начинаем вязать до белого цвета. Провязываем первую соединительную, дальше вторую, третью, четвертую и пятую соединительную мы вяжем в первую белую петлю. Вяжем воздушную. Вот 1 петля на крючке у нас есть. Дальше вытягиваем вторую, третью, четвертую, пятую. То есть теперь у нас идет повтор вот этого элемента. Дальше провязываем 1, по 2, воздушная. 1 петля на крючке есть. Вытаскиваем вторую, третью, четвертую, пятую. Сначала провязываем 1, дальше по 2. Воздушная петля. 1 петелька на крючке есть. Вытаскиваем вторую, третью, четвертую, пятую. Провязываем сначала 1, дальше по 2. Вот, видите, что у нас получилось? Теперь будем вязать вот сюда вот этот вот элемент точно так же, как провязали этот. То есть сначала мы с вами должны соединительными перейти. Провязываем воздушную, вяжем первую соединительную, вторую, третью, четвертую, воздушная, раз соединительная, 2, 3 и четвертая как раз вот здесь вот в стык, воздушная петля. 1 петелька на крючке у нас есть, и теперь формируем вот такой же элемент, то есть вытаскиваем вторую петельку, третью, четвертую, пятую, а шестую вытягиваем из первой, вернее, шестую мы будем провязывать, как закрывать ряд, да, то есть вытаскиваем с первого ряда следующего квадратика, вытаскиваем и сразу провязываем первую петлю, дальше по 2. Воздушная и опять 1 петля на крючке у нас есть, вытягиваем вторую, третью, четвертую, пятую. Теперь со следующего квадратика, со второго ряда, вытаскиваем ниточку, провязываем сначала 1, дальше по 2. Воздушная петля, 1 петелька на крючке есть, вытаскиваем вторую, третью, четвертую, пятую. И теперь с третьего ряда следующего нашего квадратика вытаскиваем ниточку, провязываем 1 петлю, дальше 2, 2, 2 и 2. Вот мы провязали с вами вот этот элемент. Теперь будем опять переходить и будем вязать вот такой вот элемент, точно так же, как вязали этот. То есть смотрите, дальше у нас узор повторяется, так как у нас квадрат, вот так как мы с вами провязали эту сторону,
мы вяжем до конца эту и эту. То есть здесь весь принцип один и тот же. То есть у нас с вами есть вот такие вот квадратики, которые находятся над беленькими, и есть квадратики, которые находятся в серединке. Опять тот, который над беленьким, это вот углы, да, грубо говоря. А есть вот промежуточные наши квадраты, это квадраты сторон, которые относятся к стороне. То есть сейчас мы с вами будем переходить, точно так же, как переходили вот после этого квадрата, перешли, свяжем вот такой квадрат, и дальше опять будем вязать серединку. То есть, видите, у нас здесь в этом ряду идет чередование. Провязываем так до конца ряда. Вот, смотрите, я провязала. Теперь мне осталось только закрыть ряд. Провязываю воздушную и соединителями начинаю закрытие. Провязываю первую соединительную, вторую, третью, четвертую и пятую петельку соединительную провязываю вот в первую белую, там, где мы с вами начинали вязать красным цветом. Смотрите, дальше ниточки можно обрезать. Я просто не буду, так как вяжу вам для образца, не хочу как бы портить пряжу лишний раз. Но вообще вот так вот ниточку провязали воздушную, нитку обрезали и начинаем новый цвет новым рядом, вернее новый ряд новым цветом. То есть каждый ряд, в каждом ряду придется нить обрезать. Так, я эту ниточку вот так оставлю. И теперь мне нужно начать новый ряд. Количество рядов будет зависеть от вас, от того, сколько вы их провяжете. И смотрите, в каждом ряду у нас будут углы, которые будут вязаться одинаково, и вот эти вот стороны, 4 стороны. С каждой стороны у нас будет в каждом ряду прибавляться по одному вот такому квадратику. То есть, если в предыдущем ряду у нас был один, то теперь вот у нас как раз место образовалось под 2 квадратика. Потом будет 3, 4 и так далее. Сейчас мы с вами провяжем еще один ряд, чтобы вы понимали, как переходить от одного ко второму квадратику, которые находятся на вот этих вот сторонах. Ну а углы мы уже с вами знаем, как вязать. Итак, берем новый цвет и начинаем вязать с угла. Я перетяну желтый цвет, так как я нитку не обрезала, но здесь у вас будет новая ниточка, то есть обрезанная. И находим первую петельку, точно так же, как вот мы в предыдущем ряду начинали. За заднюю стеночку петли захватываем ниточку, провязываем одну воздушную. И вот у нас одна петелька на крючке есть. Дальше вяжем вторую, третью, четвертую, пятую. Провязываем сначала одну петлю, дальше по 2. Здесь принцип у нас не меняется, он везде одинаковый. Воздушная петля, одна петелька на крючке есть. Дальше вытаскиваем вторую, третью, четвертую и пятую. Провязываем одну, дальше по 2. Воздушная петля, одна петелька на крючке есть. Вытаскиваем вторую, третью, четвертую, пятую. Провязываем сначала одну, дальше по 2. Мы провязываем с вами одну воздушную и теперь соединительными переходим 1, 2, 3, 4. Воздушная петля, за заднюю стеночку переходим 1, 2, 3 и четвертая соединительная провязывается вот сюда вот в первую красную петельку. Дальше воздушная, одна петля на крючке у нас уже есть. Дальше вытаскиваем вторую, третью, четвертую, пятую. И теперь вот наш первый ряд. С первого ряда следующего квадратика вытаскиваем ниточку и провязываем одну петлю, дальше по 2. Воздушная, одна петля на крючке есть, вытаскиваем вторую, третью, четвертую, пятую. Следующий ряд, вот он,
следующего квадратика. Провязываем сначала одну петельку, дальше по 2. Воздушная, 1 петля на крючке, вытаскиваем вторую, третью, четвертую и пятую. Третий ряд следующего квадрата, из него вытаскиваем 1 петелька, провязывается, 2, 2, 2 и 2. Дальше нам нужно перейти соединительными вот до этого угла. Мы провязываем одну воздушную, вяжем одну соединительную, вторую, третью, четвертую и пятую соединительную вяжем в первый красный столбик за заднюю стеночку. Теперь повторяем вязание нашего вот такого квадратика, то есть вяжем одну воздушную, 1 петелька на крючке у нас есть, вытаскиваем вторую, третью, четвертую, пятую. Теперь находим, вот он наш первый ряд следующего квадрата, вытаскиваем ниточку, провязываем 1 петельку, дальше по 2. Воздушная, 1 петля на крючке, вытаскиваем вторую, третью, четвертую, пятую. Второй ряд следующего квадрата, вытаскиваем ниточку, провязываем 1 петельку, дальше по 2. Воздушная петля, петелька на крючке есть, вытаскиваем вторую, третью, четвертую, пятую. И вот третий ряд следующего квадрата, соединительную вытаскиваем раз через 1 петельку, дальше через 2, через 2, через 2 и через 2. Видите, у нас уже в этом ряду 2 квадратика. В этом ряду был 1, в этом 2. Теперь вяжем соединительную, переходим соединительной раз, соединительной 2, 3, 4 и соединительной в первую петельку красную 5. И теперь у нас будет вязаться вот этот вот угол. То есть провязываем воздушную, 1 петля на крючке есть, вытаскиваем вторую, третью, четвертую, пятую. Провязываем сначала 1, дальше по 2, 1 воздушная, петелька на крючке 1 есть, вытаскиваем вторую, третью, четвертую, пятую. Провязываем сначала 1, дальше по 2, воздушная, это первая петля на крючке, вытаскиваем с вами вторую, третью, четвертую и пятую. Провязываем 1, дальше по 2. Все, мы с вами провязали вот такой же угол вот здесь. То есть смотрите, у нас получилось 2 угла и 2 вот таких квадрата. В прошлом ряду у нас было 2 угла, 1 квадрат. И если посмотреть, уже видно, что в следующем ряду у нас будет 2 угла и 3 квадратика. То есть вот так вот, как мы сейчас с вами провязали эту сторону, мы вяжем оставшиеся 3. Смотрите, я провязала до конца ряда, у меня получился вот такой вот квадратик. И теперь мы с вами будем начинать опять с любого угла, точно так же, как мы начинали в предыдущих случаях. То есть заводим сюда крючок, берем ниточку новую. Так как я не обрезала, я просто перетягиваю. Но если вы вяжете именно уже полноценные изделия, а не так, как я образец, еще раз повторю, лучше обрезайте и начинайте заново, иначе вот эти вот протяжки сзади, это будет очень некрасиво и ни к чему это. Поэтому каждый ряд обрезайте ниточку и начинайте заново. Вытаскиваем нитку, провязываем одну воздушную, это первая петелька. И дальше точно так же, как мы делали с вами раньше. Вытаскиваем вторую, третью, четвертую, пятую. Вначале одну петлю провязали, дальше по 2.
воздушная, одна петелька на крючке у нас вот она есть. Теперь вытаскиваем вторую, третью, четвертую, пятую, провязываем одну, дальше по 2. Воздушная, одна петля на крючке, вытаскиваем вторую, третью, четвертую, пятую, провязываем одну, дальше по 2. Видите, точно так же, как начинали в предыдущем ряду, и перед ним ряд, мы начинаем точно так же всегда с угла. Теперь мы с вами должны перейти соединительными вот сюда, точно так же, как делали в предыдущем ряду. Перешли соединительными, а теперь точно так же, как вязали вот эти вот, видите, не углы, не вот эти вот крайние два угла, а вот между ними, вот эти вот два квадратика, мы точно так же их провяжем здесь, только теперь у нас будет 3 квадрата, но принцип не меняется. То есть вот соединительные мы перешли, дальше воздушная, это первая петелька, вытаскиваем вторую, третью, четвертую, пятую. Теперь первый ряд следующего квадрата, вытаскиваем ниточку, провязываем одну петлю, дальше по 2. Воздушная, вновь одна петелька на крючке, провязываем 1, 2, 3, 4 и включительно с той петелькой, которая у нас была на крючке, получилось 5. Второй ряд следующего квадратика, вытаскиваем ниточку через одну, через 2, через 2, через 2 и через 2. Воздушная, одна петля вот на крючке есть, вытаскиваем вторую, третью, четвертую, пятую и вот третий ряд провязываем 1, теперь по 2. Все, дальше переходим соединительными вот сюда и начинаем вязать следующий квадрат. То есть смотрите, принцип у нас не меняется. Мы с вами вяжем точно так же, как вязали в предыдущем ряду. У нас есть два угла, которые мы провязываем одинаково, и есть вот эти вот промежуточные квадраты. Их мы провязываем по тому же принципу, как вязали в прошлом ряду. То есть у нас будет часть цепляться петелек за одну сторону, часть за другую. Вот точно так же, как мы сделали здесь и в предыдущих случаях. Ничего не меняется. Исключение то, что в каждом ряду у нас будет увеличиваться сторона на 1 квадрат. То есть здесь у нас был 1, теперь 2, дальше 3, 4 и так далее. Вы можете провязать так неограниченное количество рядов, столько, сколько вам необходимо для вашего изделия. Взгляните, какая красота получается, если провязать большее количество рядов. Смотрите, вот здесь у нас получаются вот такие вот зубчики. И как их закрыть, чтобы было ровное полотно, я уже покажу в следующем видео, потому что это и так уже получилось большое, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы его не пропустить. Ну а если вы вяжете коврик или же, допустим, сидушку на табурет, тогда можно даже оставить вот таким образом, и не нужно будет делать никакую обвязку. То есть у нас будет идти вот такой вот красивый край зубчиками. На этом мой мастер-класс на сегодня закончен. Спасибо, что были со мной. Если вам понравилось данное видео, тогда ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.